Определение человеком жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Причем важно не только ставить цели, но и часто думать о том, что вы способны их достигнуть и что вы достигнете их. Давайте же посмотрим расклад на замечательную тему. Лето заканчивается. И нужно поставить цели на осень. Какие цели лучше поставить именно вам? У нас с вами будет 3 позиции на разных колодах Таро. Вам нужно выбрать свою колоду из этих 3, какая вам больше нравится. Ну, либо вы можете выбрать по первой карте в позиции, ведь мы посмотрим ваше текущее состояние и недавние события, которые происходили в вашей жизни. Именно по этому индикатору вы определите свою позицию. Итак, я 2 колоды пока выбираю в сторону с камушками. И начну с самой первой. Таро голубых кошек. Это камень цитрин. Камень богатства и процветания. Если вы выбрали этот камень, думаю, что вы настроены на энергию изобилия. Колода эта эксклюзивная и очень интересная. Итак, давайте возьмем наши карты и перемешаем их как можно тщательней. Так, немножко тут уронила карту. Когда много роняешь, смотреть не надо. Зато обязательно смотрите, если уронили одну. Итак, сдвигаем. И смотрим на дно колоды. Что посылают вам тут высшие силы? 5 перьев. Эта карта показывает, что, возможно, есть человек или люди, кто сейчас давят на вас в жизни. Однако вы обязательно их победите. Эта карта всегда означает победу, но победу с трудностями. Итак, смотрим, кто вы у нас. Да что у меня сегодня карты падают? У вас мысли, наверное, путаются. Кто пришел на расклад? Какие события у вас были недавно в жизни? Так, 8 рыбок. Ну, вы знаете, это неплохая карта. Она говорит о том, что вы ищете сейчас в жизни свое счастье. И вы человек, который в последнее время чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Вот как раз-таки жизненные цели на осень, думаю, что для вас очень актуально, потому что вы как будто бы не ощущали полного счастья и удовлетворения от своей жизни. Вы были в поиске. Вы не понимали, чего же вы хотите, зачем вы это делаете сейчас, то, что вы в жизни делаете, да? И чувствовали, что куда-то тянется душа еще. Вот вроде бы в жизни всего хватает, с одной этой стороны, а с другой стороны хочется чего-то большего. Вот вы и отправляетесь сейчас на поиски этого счастья, на поиски себя, на поиски своего внутреннего «я». И попытаетесь найти, может быть, какое-то свое предназначение, гораздо большее, чем было до этого. Хорошо. Если вы все это чувствуете, давайте посмотрим, какие цели вам лучше поставить на осень. Мы вытащим 3 карты. Первая карта – туз мячиков. Вторая карта у нас повешенный. И третья карта у нас, как ни странно, колесо фортуны. У вас очень 3 интересные цели выпали. Вот смотрите. Первая карта, да, туз мячиков, она показывает, что вы хотите процветания в плане финансовом, изобилия. И ваша цель на осень, она должна быть связана именно с деньгами. Вот я считаю, что эта карта показывает повышение дохода, но повышение именно в разы. То есть ваша цель на осень должна быть вот сейчас поставлена, увеличить накопление и увеличить ваш стабильный доход.
ежемесячный доход. Поэтому, если вы поставите эту цель, на сегодняшний день вы уже начнете готовиться к тому, чтобы ее исполнить осенью. Вы уже будете предпринимать какие-то шаги для того, чтобы увеличивать доход и накопление. Туз мячиков или туз пентаклей – прекрасная карта, дающая шанс, и она счастливая карта, карта-талисман. И раз она вам выпала, значит, высшие силы благословляют вас осенью получить более высокий доход. Просто нужно на этом сконцентрироваться. Правильно поставив цель, вы добьетесь успеха. Вторая цель у нас повешенный. Смотрите, карта показывает вот какую-то личную цель, да? Возможно, вы многим жертвовали ради других людей. И ваша личная цель – это достигнуть некого такого духовного роста, да, духовная цель, чтобы наконец-то укрепить свою волю и научиться радоваться каждому дню, каждый день испытывать и выражать благодарность. И, естественно, понять, что ваша жертва никому не нужна. Жертвовать нужно только ради себя. Вы знаете, вы не сделаете других лучше, если вы кинете себя на амбразуру. И вот именно эта карта показывает: ставьте вот такую духовную цель. Я радуюсь каждому дню. Я испытываю благодарность и выражаю благодарность каждый Божий день. Я укрепляю свою волю. Если вы сконцентрируетесь на этой духовной цели, вы поймете, что окружающие люди отвечают вам взаимностью и благодарностью. И это уже будут не какие-то даже напрасные вложения энергии, жертвы, как вы это воспринимали, а именно обмен энергией. То есть это совсем другое качество. Просто поймите это. Следующая карта – колесо фортуны. Это карта приключения. Вот настоящее приключение. То есть вы должны на осень поставить цель испытать приключения. Что это означает? Ну, например, полет на воздушном шаре. Между прочим, наше колесо что-то похожее изображает, да? Что вы куда-то как будто бы катитесь, летите. А может быть, ну, как говорится, в омут с головой карта, да, показывает. Полететь на другой конец света, ну, не знаю, в Мексику. Или, ну, например, провести длительное время в палатке. Тоже вариант. Что вам из этого больше нравится? Вот любое приключение, там, забраться на небоскреб, покататься на американских горках в Париже, что угодно, понимаете? То есть это все, любую цель, вот такую вот именно как приключение на осень, вы должны себе поставить, потому что это вас изменит в лучшую сторону. Это вас развеет, это вас расшевелит, и вы станете совершенно, может быть, иным человеком. Так что, дорогие восьмерки рыбок, сейчас вы ищете себя, но осенью вы можете себя найти и поменять свою жизнь к лучшему. Заметьте, у вас нет целей по отношениям, только отношениям с людьми, да? А вот именно по личным отношениям я здесь не увидела больших целей. Вы больше сконцентрированы на финансах, на саморазвитии и на том, чтобы испытать что-то фантастическое. Ну, так тому и быть. Вот такая у нас первая позиция. А мы убираем цитрин и идем дальше к позиции номер 2. Таро золотое, черных кошек и снежный обсидиан. Между прочим, это вот такой очень мистический камень. Если вы его выбрали, вы тянетесь к мистике. Давайте открывать нашу колоду. Колода очень-очень красивая. Книжка даже оформлена замечательно. Вот видите как. Ну и сама колода. Просто великолепная. У нее золотой край. Я считаю, не зря вы ее выбрали. По крайней мере, удовольствие должны испытать от того, что вы просто с ней общаетесь. Итак, лето заканчивается. Какие цели ставить на осень? Давайте посмотрим.
Давайте сдвинем и узнаем, а что на дне колоды. Какое послание вам идет от высших сил. Так, ну у нас тут король кубков. Прекрасная карта, показывающая, что какой-то мужчина думает о вас сейчас. Неважно, мужчина вы или женщина. Кто-то к вам с душевным теплом, с расположением. Скоро пообщаетесь. Высшие силы вам об этом сказали. Хорошо. Давайте посмотрим, кто вы. Кто пришел на расклад, какие у вас события недавно были, чтобы вы ориентировались, правильно ли вы выбрали позицию. Вы двойка жезлов. Двойка жезлов хорошая такая карта. Она рассказывает нам о человеке, который действительно хочет поставить новые цели в жизни. На осень, да. То есть новые планы вы строите. Что-то вам немножко наскучило. Такое бывает. Вы осматриваете все результаты своей жизни, свою какую-то прошлую деятельность и понимаете, что пора подвести итоги и идти куда-то дальше. Вот что-то новое хочется, что-то вот кардинально изменить, да, и сделать лучше в своей жизни, вот какие-то аспекты, да, поменять в лучшую сторону. Карта всегда говорит о том, что человек смотрит вдаль, смотрит в будущее и верит, вот, что все будет иначе, все будет хорошо. Но сейчас этот человек в паузе находится. Сейчас он в неких, не знаю, раздумьях, в прошлое ему податься или в новое будущее, выбрать одно из двух, да, что-то. И также человек может там выбирать, на какую работу ему пойти, с кем ему быть и так далее. Ну и, конечно, в таком немножечко пассивном состоянии. Так что в последнее время вряд ли у вас что-то активное происходило, такое яркое, да. Просто вы озадачены и, ну, несколько так перестали делать очень много разных ярких вещей. Чуть-чуть приостановились. Я вот так могу назвать, да. Хорошо. Какие цели вам стоит поставить на осень? Давайте посмотрим. 3 карты будет, 3 цели. Посмотрим. Итак, первая цель – это тройка пентаклей. Вторая цель – это 5 жезлов. И третья цель – это 4 кубков. Прекрасные 3 цели, очень прекрасные вам выпали. Смотрите, первая цель у вас явно рабочая. Вам нужно на осень поставить себе цель. Во-первых, нарастить темп работы. То есть сделать осенью гораздо больше работы, чем вы сделали летом. Также карта показывает, что нужно что-то строить сообща и вместе с теми людьми, с которыми вы постоянно или работаете, или со своей семьей. То есть нужно объединяться. Вот ваша цель, смотрите, сообща сделать какой-то проект, объединившись вместе. Вот так. Конечно же, карта показывает, нужно поднять ежемесячный доход, постараться жить без долгов и кредитов. И, ну, может быть, даже построить дом мечты. Если вы мечтаете о своем доме, о смене жилищных условий, сразу же в этой же карте идет эта цель, да, то есть построить не только какую-то там работу, бизнес наладить там сообща, да, и поднять уровень дохода, а еще и построить дом мечты. Вы можете на осень ставить эту цель, и она будет постепенно достигнута. Вообще цели ставить очень полезно, потому что тогда наш мозг фокусируется на них, концентрируется, и все действия в итоге мы направляем на достижение. Чего вы хотите добиться, того вы и добьетесь. И вот эта цель для вас невероятно полезна. Сделать больше работы, работать сообща, поднять качественный уровень работы, повысить ежемесячный доход, избавиться от долгов и кредитов и построить дом мечты. Вот это первая ваша цель. Очень такая материальная, но хорошая, светлая цель. Хорошо, давайте посмотрим на нашу вторую цель. Это 5 жезлов. Здесь мы видим такой дух соревнования, да? Есть такой момент у вас в жизни. С кем-то вы соревнуетесь уже, скорее всего. То есть у вас могут быть конкуренты в бизнесе, в работе.
либо конкуренты в любви. И вот тут вот момент, да, если это конкуренты в бизнесе, естественно, их побороть, то есть стать лучше. Поэтому ваша вторая цель – это быть конкурентоспособным в бизнесе, в работе, в труде и повысить качество, опять же, своей работы, улучшить состояние, там, не знаю, своей работы, бизнеса, себя, да, развиваться. Поэтому, конечно, эта карта связана с повышением квалификации. Что это значит? Чтение книг по данной сфере. Смотрите видео, берите уроки, консультации, ездите по семинарам. Это важно. Развитие – это важно. Чем больше вы повышаете уровень квалификации, тем более вы конкурентоспособны. Если вдруг у вас конкуренция в любви, книги по саморазвитию, видео по улучшению внешности, фигуры, голоса, общение с мужчинами или просто с противоположным полом, если вы мужчина, с женщинами. Это все добавляет вам, конечно же, фору, и вы становитесь лучше, значит, партнер или партнерша к вам тянется, да? Если вдруг вы хотите замуж за богатого, вот представьте эту ситуацию, у вас колоссальная конкуренция, и вам нужно быть лучше других. Вот в чем-то вы должны быть лучше своих конкурентов. Съешьте их на завтрак. Это ваша цель на осень. Просто пишите ее себе и сделайте это. Хорошо. Следующая цель – 4 кубков. Кто такой персонаж на 4 кубков, как вы считаете? Когда мы занимаемся со своими учениками в школе Таро, я всегда объясняю эту карту очень подробно. Это карта кого-то, кому в жизни все надоело, наскучило, задолбало, не надо ничего, все. Сижу тут такой весь обиженный на весь мир, потому что мне вдруг стало скучно. Когда человеку стает скучно, когда он себя каким-то образом начинает терять цели, вот как раз-таки цели, теряет свое назначение и не понимает, для чего он нужен. То есть это экзистенциальный кризис. Поэтому вот в 4 кубков всегда есть этот протянутый из облака или высшей силой кубок, который никто почему-то не хочет замечать. И в этом вся суть. Ваша цель – заметить, что вам предлагают высшие силы, заметить этот кубок и взять его. Высшие силы все это время вокруг вас бегали, заботились, пытались расшевелить и, естественно, предлагали возможности. Вы эти возможности почему-то не видели. Ваша цель – их увидеть, разглядеть, пообщаться с ангелом, с Богом, с высшими силами, как хотите называйте, и разглядеть эти возможности. Взять наконец-то и сделать это. Также, конечно, эта карта может подчеркивать искусство медитации. Поэтому у вас могут быть и духовные цели по этой карте. Научиться медитировать. Вы даже не представляете, как изменится ваша жизнь, если вы хотя бы 1 раз в день будете медитировать по 15 минут. Уже через 3 месяца вы станете совершенно другим человеком и вокруг себя видеть будете совершенно иную реальность. Если вы будете читать мантры, молитвы, духовно развиваться, вы не узнаете свою жизнь. Уже через 2-3 месяца вы обалдеете. И это просто нужно зажмуриться и делать. Поверить Богу или проверить, что тоже вполне актуально. Вот либо это духовная цель, либо это вполне себе цель просто увидеть эти возможности, которые вам все это время, дорогие 2 жезлов, предлагала судьба и высшие силы. А ведь 2 жезлов и правда довольно пассивна. Вы уже работаете над тем, чтобы ставить новые цели и покорять новые горизонты. Вы уже выбрались из 4 кубков. Не залазьте туда-назад, а просто старайтесь использовать 4 кубков по максимуму. Ведь там есть этот кубок, протянутый высшим благом, да? Высшей силой, Вселенной, Богом. Ну вот такой ответ вам дали карты по 2 позиции.
А мы идем дальше. К позиции номер 3. Какие цели ставить на осень? Ведь лето-то заканчивается. И здесь вы у нас выбрали камушек, серый агат. Он такой вот весь полосчатый. Это один из моих любимых камней, потому что он невероятно красивый. Агаты на срезе все очень красивые. И, конечно, агат, он приносит магическую защиту человеку. Вы нуждаетесь в защите, поэтому выбрали агат. Хорошо. Открываем нашу невероятную колоду. Это одна из самых красивых колод Таро на этом свете, потому что она уж больно хорошо нарисована. В ней очень много элементов различных в картах. Такая книжечка простецкая, а колода замечательная. Хорошо. Давайте перемешаем нашу колоду. Вы пришли ко мне гадать. Перемешаем колоду и сдвинем. Итак, сдвигаем. Что на дне? Что вам скажут высшие силы, да? Паш мечей. Замечательная карта. Она говорит о том, что высшие силы посылают вам человека, который будет стимулировать вас к росту и обучению. Возможно, вместе с кем-то пойдете на какие-нибудь познавательные лекции, семинары, или с подружкой будете смотреть видео обучающее. Ну и также просто сама по себе карта означает обучение, стремление к знаниям. И тут у нас, значит, даже есть такой момент, что есть амбиции, шарм, интеллигентность, да? То есть карта показывает очень такого образованного, приятного человека. Высшие силы вам посылают его, вы пообщаетесь. Хорошо, давайте посмотрим, а кто пришел ко мне на расклад? Какие у вас недавно в жизни были события? Ух ты, солнышко пришло ко мне на расклад. Здравствуй, солнышко. Ну, карта показывает очень позитивного, яркого, талантливого человека с повышенным уровнем артистизма. Да? Конечно, часто такой человек очень теплый в общении и в жизни, и люди любят вас. Люди смотрят на вас и восхищаются. Да? Какое вы солнце. Ну, конечно, в вашей жизни недавно могли происходить замечательные события. Например, любовь или развитие в плане творчества. Вы стали более популярны, известны. Может быть, много общались. Иногда карта даже показывает обретение семьи, беременность, роды, что угодно. То есть все, что связано с расцветом жизни, с началом жизни, с рождением, с тем, чтобы согревать в себе жизнь. И процветание. То есть, ну, в любом случае, вы у нас такой вот необычный персонаж. Может быть, даже с таким цветом волос, кто его знает. Пишите свое мнение об этой карте. Вы сейчас сверкаете, это важно. Хорошо, давайте посмотрим, какие цели вам лучше поставить на осень, ведь лето заканчивается. Будет 3 цели. Так, первая цель. Ух ты, туз пентаклей. Второй раз сегодня выпадает. Значит, расклад счастливый. Вторая цель. Ага, 2 жезлов. И 3-я ваша цель. Интересно, император. Ну вот здесь вот, кстати, очень отличается расклад от других. Смотрите. Первая ваша цель – это воспользоваться возможностями, которые дает Вселенная, и за осень поднять уровень вашего дохода в любом случае. Конечно же, пентакли связаны с деньгами. Вам нужен поток изобилия, еще больший, новый, яркий. Возможно, избавиться, не знаю, там, от долгов, от кредитов. Но самое главное – это именно поднять ежемесячный доход. Лучше в несколько раз. Ставьте цели, которые действительно вам нужны, а не которые вы считаете не достигнете или еще что-то. Вы попробуйте цель поставить. Достигнете вы ее или нет, это другой вопрос. У вас мозг уже будет запрограммирован на эту цель. Просто поверьте и поймите, что наши действия диктует нам мозг, а мозг должен быть запрограммирован правильно.
И если вы поставите цель поднять уровень доходов несколько раз, он на это и будет настроен. И будете совершать действия в итоге подсознательно, которые приведут именно к такому повышению дохода. Конечно, туз пентаклей показывает, что вы хотите жить в богатстве и процветании. И высшие силы как будто бы тоже хотят этого. Недаром послали вам именно эту карту, а не какую-то другую. Поэтому вот ваша первая цель — поднять уровень дохода. Связана с финансами обязательно. И, может быть, работаете вы, не работаете, это не важно. Вам тоже не нужно на этом фокусироваться. Фокусируйтесь просто: я поднимаю свой уровень ежемесячного дохода. Все. То есть это моя цель — поднять. Вот поднять. Если долги есть, кредиты есть, отдать. Отдать за осень. Вот. Конечно, туз пентаклей может быть еще связан с сильным наращиванием в бизнесе. Ну, то есть финансовая цель, она и есть финансовая цель. Хочу, чтобы мой бизнес работал. Ставлю себе цель: пусть мой бизнес получит оборот в несколько раз выше, чем был. Вот. Если у вас еще нет своего бизнеса, открыть свой бизнес. И пусть у него будет очень хороший уровень дохода. Такой-то, такой-то. Так, следующая карта у нас двойка жезлов. Двойка жезлов показывает написать хороший план. Вот это очень важно в этой карте. Сделать свой выбор, правильный выбор, и написать хороший план. Например, у вас есть идея для бизнеса. Но пока что вы, допустим, организовываете одну идею, а ко второй еще не можете приблизиться, потому что она очень большая. Для любой идеи в бизнесе или в работе нужен план. И может быть такое, что вам нужно будет осенью написать какой-то бизнес-план. И, конечно же, нужно тогда поставить эту цель. Да? Также двойка жезлов показывает переезды. Если вдруг у вас есть желание переехать, ставьте на осень эту цель. Моя цель — переехать туда-то, туда-то. То есть это тоже очень важно. И иногда это, допустим, ну не знаю, собственная недвижимость в другой стране. Да? Если вы хотите собственную недвижимость в другой стране, ставьте себе эту цель. Вы обязательно впоследствии ее достигнете. Ну, что еще двойка жезлов может означать и показывать? Да? Выучить иностранные языки, конечно же. Если вы поставите на осень выучить хотя бы один иностранный язык, поверьте, у вас это с большим успехом получится. Вот, смотрите, выбирайте любую цель по двойке жезлов, из которых я перечислила. Да? Первое — написать бизнес-план. Второе — переехать. Третье — купить недвижимость в другой стране. Четвертое — выучить иностранный язык. Можете выбрать все эти цели. Это тоже не возбраняется, и одна другой совершенно не мешает. Хорошо, третья наша цель. Третья цель замечательная — император. Значит, она связана с семейными целями. Естественно, семейная цель — это первое. Может быть, завести семью. Да, император — это ответственность и официальный брак. И, соответственно, ваша цель на осень может быть — это завести семью. То есть сделать, ну не знаю, регистрацию брака или начать серьезные отношения, в которых у вас будет семья, дети, дом, где вы воспитываете детей, там, не знаю, достойными членами общества. Да? Если вы уже в браке находитесь, укрепить брак, родить еще детей, забеременеть, да? И также, может быть, отпраздновать годовщину свадьбы. Вот у многих осенью бывает годовщина свадьбы. Люди очень любят справлять осенью свадьбы. Почему? Потому что это изобильное время, когда люди собрали урожай. И большинство свадеб играется осенью и летом. Поэтому, если у вас свадьба была осенью, попробуйте запланировать на осень, поставить себе цель отпраздновать достойно годовщину свадьбы. Сейчас очень любят достойно праздновать годовщину свадьбы на Мальдивах. И поэтому, может быть, да, вот что-то такое, там на Бали можно. Очень красивые свадьбы получаются, годовщины. Вам все там организуют и сделают. Следующая цель, которая может быть по этой карте, это свадьба детей. Если вы уже в достойном возрасте, может быть, внуки, дети, да, вот что-то такое тоже вариант. Хорошо, если вы не хотите ничего из этого, конечно же, император показывает повышение по карьерной лестнице. Ставьте себе цель тогда занять руководящую должность. Если вы этого хотите, естественно, это все исполнится, вы настроите свой мозг на то, чтобы достигнуть этой цели. Итак, перечисляем снова цели по императору. Завести семью,
отпраздновать годовщину свадьбы на Мальдивах, также укрепить семью, также отпраздновать свадьбу детей или внуков, да, или там родить детей, внуков, тоже вариант. Вот. Либо повыситься по карьерной лестнице и занять руководящую должность, или быть хозяином бизнеса. В принципе, все эти цели можно тоже ставить, опять же, вместе. Однако здесь у вас прям очень такой хороший расклад получился, да, то есть затрагивает многие сферы жизни. И я считаю, что планы теперь на осень у вас есть, и главное теперь настроиться и выполнять. Ну, вот такой расклад у нас сегодня был. Всем спасибо за внимание. Давайте теперь посмотрим, какие сегодня у нас были комментарии на школе Таро. Какие были сегодня комментарии на школе Таро. Давненько мы не читали комментарии. Мне прям интересно, что пишут люди. Сейчас я открою нашу творческую студию, да, что пишут люди. Давайте посмотрим. Почитаем комментарии. Так. Вики пишет. Здравствуйте, можно узнать, как называется колода карт? Благодарю. Дорогая Вики. Каждый день, когда я пишу видео, в начале каждого видео я обязательно называю все колоды. Это важно. Вот, назвать колоды, назвать или показать упаковку. Поэтому смотрите начало видео все, и вы будете знать название колод. Надя Штина. Благодарю вас за замечательный третий расклад. Да будет так. Это у нас сегодняшнее, по-моему, видео, да. Спасибо, Надя. Надеюсь, что вы останетесь с нами. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Так, Светлана Беспалова. Принимаю, благодарю, да будет так. А я благодарю вас, Светлана, что вы подписаны, если подписаны на наш канал и смотрите мои видео. Так, Гаине Степанян. Благодарю Вселенную и вас, 4-й. И вас благодарю, Гаине. Лилия Николаева. Кариночка, благодарю. И я вас, Лилия, благодарю. Так, тут даже вот второй раз уже от Гаине есть. Катарина Шик. Благодарю. А я вас благодарю. Подписывайтесь. Так, тут большой комментарий. Ой, я его как-то неправильно развела. Вот. Так, супер. 2-я и 4-я позиция 100%. Выбираю по камню, да, по камню кварц. Ага, тут у меня без перевода. Хорошо. Ну, в любом случае, Наталья Кахкинович, да? Спасибо, что вы подписаны. Дальше, значит, благодарю за расклад. Наталья Власова. И вам спасибо. Так, Инна Безруких. Я только в первой позиции добавила бы имя Ян. Да, тут вот мы имя будущего мужа выбирали. Тут много было очень имен, много было букв. Конечно, я составляла там слова, да, можно было добавить имя Ян. Спасибо, Инна. Иван Хомутовский. Принимаю с благодарностью, Карина, 4-й вариант расклада. И вам спасибо, и вам. Лариса, благодарю высшие силы и принимаю. И вам спасибо, Лариса. Кариночка, я выбрала сразу 1-й и 4-й вариант. Благодарю вас, милая. Благодарю Вселенную. Да будет так. Аминь. Так, Путник. Пусть будет так. Благодарю, принимаю, жду, благодарю. Вот Путник, я заметила, любит мопса-гадалку. И вы любите. Смотрите мои шоты. Спасибо, Путник. Инна Безруких. Так. 1-я вообще до слез. Как все правдиво, так и есть в моей жизни. Но у меня сейчас 3-я позиция в жизни. А хочется всего с 1-й. Спасибо огромное за расклад. Для меня, наверное, это самый правдивый до глубины души. Спасибо, Инна, за ваши теплые комментарии. Спасибо большое за 3-й вариант. Благодарю и принимаю. Да будет так. Аминь. Ульяна ТС. Спасибо, Ульяна. Надеюсь, вы останетесь с нами. Светлана. Карина, благодарю искренне. И я вас благодарю, Светлана, что вы пишете. Так, Игорь Грант. Страх страху рознь. И иногда его физически возможно почувствовать, как только от воспоминания бросает в дрожь.
А когда только от воспоминания бросает в дрожь. Но за расклад благодарю, как всегда, воодушевляюще. Ну нет, Игорь, я бы с вами поспорила здесь. Его можно почувствовать физически, когда у вас паническая атака и так далее, и в дрожь бросает. Но это вас в дрожь бросает от ваших собственных мыслей. Согласитесь, если у вас начнется сексуальная фантазия, вас тоже бросит в дрожь. Однако это же с вами не происходит сейчас, правильно? Но спасибо, что вы пишете. Так, Golden Voice. Это золотой голос, что ли? Благодарю за второй вариант. Надеюсь, так и будет. И вас благодарю, Golden Voice. Ольга Гладышева. Спасибо, все так. Вера Изи. Благодарю и принимаю. Венеция Гиулия. Это Юлия, может быть? Или именно Гиулия, интересно. Или Джулия. Так, да будет так, третья позиция. Благодарю. У вас интересные иногда никнеймы, я долго разбираюсь. Ми Каоми. Благодарю, все про меня, третий вариант. Принимаю. Извиняюсь за мотоциклы. Я в Германии живу, тут очень шумно всегда. И вас благодарю, Ми Каоми. Хелена О. Мне очень понравился второй расклад. Спасибо вам большое. Я согласна и на путешествие, и на переезд. Я готова к изменениям и жду их. Спасибо еще раз. Хелена, естественно, нужно быть согласной на все, потому что это приключение. Я считаю, что жить нужно на полную катушку, иначе зачем вообще жить? Вот, поэтому да, спокойно идите в приключения, ничего не бойтесь. Лариса. Добрый день, дорогая Кариночка. Благодарю вас, милая. Благодарю Мать-Земля. Благодарю Вселенную за все, что мне дадут. Да, Мать-Землю нужно благодарить и Вселенную. Скорее всего, вам выпала карта, да, вот эта вот богиня Земли. Я считаю, что если вы сочетаетесь со Вселенной, если вы чувствуете Землю, то вы никогда не будете жить плохо. То есть она вас защитит, эта сила, да. Пелагея Иванова. Благодарю и перенимаю первый вариант. И вам спасибо, Пелагея, что вы остаетесь с нами. Полина Матвеева. Бывает такое, что все позиции прям про меня и про события. Это вопрос, да? Бывает такое, что все позиции про меня и про события? У меня такое, я все прослушала и поняла, что все 4 позиции про меня. Да, конечно, Полиночка, бывают такие события, что... Ой, такие позиции, да, что все подходят, и это прекрасно. Смотрите, все позиции. Вы все равно из них что-то возьмете для себя. Важное, нужное. И позиции, они всегда подсказывают, как лучше. Так. Актолкын Кашкинбекова. Карина, благодарю вас. И я вас благодарю. Салем Мосаик. Благодарю. Второй вариант изумительный. И я вас благодарю. Галина, благодарю. И я вас благодарю. Настя Солнце, благодарю Вселенную и вас, Карина, за расклад. Спасибо, Настя, что остаетесь с нами и пишите комментарии. Так, РБЛХ Поли 30 класс. Спасибо, РБЛХ. Светлана Чехичина. Второй вариант, Кариночка, большое спасибо за расклад. Дай Бог вам здоровья. И вам здоровья. Я Эль, горный хрусталь. Да. Камни мои я просто обожаю. Ольга Швыгина. Добрый день, благодарю, дорогая Кариночка. И я вас, Ольга, благодарю. Оставайтесь с нами. Андрей Мирошников. Во благо. Вторая позиция. Все принимаю. Да будет так. Вам всех благ, мира, радости, счастья, гармонии. Благодарю. Ксюша. И я вас, Ксюша, благодарю. Огненная Векша. Благодарю, быть добру, да будет так. И я вас благодарю. Ольга Каменщикова. Благодарю вас, благодарю высшие силы. Первый вариант. Вот высшие силы, да, правильно, вы благодарите, потому что они вам посылают все эти послания. Инна, благодарю, принимаю второй вариант. Всем любви, вдохновения, изобилия. Спасибо, Инна, что еще и всем желаете добра. Это радостно. Анна Гитинская. Да будет так, и так будет. Правильно, Анна, так будет. Вот надо в утвердительной форме. Фируза Кашапова. Благодарю за третью позицию. Я расчищаю свою жизнь от ненужных людей, которые использовали меня. Дай Бог, с любимым человеком еще лучше станут отношения и приведут к семейным отношениям. Дай Бог, Фируза. Также четвертая позиция дополняет мою третью. После грозы между мной и любимым наши отношения стали лучше. Мы победили наших врагов. Мы любим друг друга. И, надеюсь, наши финансы возрастут. Принимаю третью и четвертую позиции. Правильно, Фируза. Нужно настраиваться на самое лучшее. Оставайтесь с нами. Так, Александра К. Благодарю за третий вариант. Пусть все так и будет. Да будет так.
нужно писать. София, третья позиция, супер, да будет так. Благодарю, Карина, очень подняли настроение. И я вас благодарю. Инна Горбачева, благодарю вас, Кариночка, за второй вариант. Все в точку. Принимаю, надеюсь, что все исполнится. Так, ну почитали немножко комментариев. Ой, тут прям много, смотрите, тут еще есть, да? Карина, благодарю за 4. Елена, я вас благодарю. Вот я вернусь вот тут вот к комментарию на украинском языке. У меня муж украинец. Мой муж украинец, а я плохо знаю украинский язык. Вот, я очень благодарю Наталью, что вы пишете комментарии. И, конечно же, вас поддерживаю, но я иногда не могу читать на нем, да, то есть я понимаю, но бывает не все могу читать. Я вижу, что вот «Горный хрусталь» выбрали, сам говорит за себя, благодарю, Кариночка, вот. И ну, иногда некоторые слова я путаю, вот. Ну, я выучу, то есть я постараюсь все понимать, все даже говорить на украинском языке, вот. Смотрите, мы сейчас, вот я хотела рассказать, да, вот многие спрашивают, что вы живете в Германии. Да, мы переехали в Германию и живем в Германии, но на самом деле я не, ну, как поддерживаю всю свою аудиторию, да, я всех вас люблю, это не зависит от того, где ты живешь, что ты там, да, вот как бы я переехала по своим каким-то, да, семейным обстоятельствам, и так получилось. Но это не значит, что я к кому-то из вас плохо отношусь, и очень прошу, чтобы и вы ко мне относились так же хорошо, как и раньше. Вот. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что мы продолжим наше обсуждение комментариев в будущем. Всем пока и до новых встреч.